Привет, друг, с тобой Ваглюк. Если ты занимаешься 3D-графикой, а особенно моделируешь объекты для игр, то 100% ты играешь в какую-то игру. Так вот, я тоже играю в Хитмана, и мне на глаза попался интересный объект. Это вот такой вот бетонный блок. Мне стало интересно, за сколько времени я смогу сделать приблизительно что-то похожее, вот прям со самого нуля, открывая там PureRef и заканчивая рендером в Marmoset. Такой же буквально игровой объект с приблизительными текстурами. Заодно и запишу видео. Я думаю, будет интересно. Поехали. Итак, первое, что нужно сделать, это собрать референсы. В интернете я нашел вот такую картинку, которая показывает, как текстуры ложатся на объект. А вторая картинка, это взятая с игры. Я буду копировать форму такую же, как здесь. А текстуре буду так же, как на вот этой вот верхней картинке. Значит, всего лишь две фотографии, по ним будем работать. Я уже открыл Blender, и это можно закрыть. И здесь в Blender что я делаю? Я сразу вот так вот выдвигаю, так проще даже. Это если нету второго монитора. Image Window, Open, и значит, выбираю картинку, которую я сохранил на свой компьютер. Здесь делаю такое вот окно. И это будет референс, на который я буду опираться. Довольно простая форма, поэтому я не вижу никакого вообще смысла затягиваться этим. Убираю лишние окна, и что мы сделаем, это, во-первых, отскейлим нашу сцену. Значит, я буду мерить по сантиметрам, поэтому выбираю здесь сантиметры, потом перехожу сюда, scale ставлю на 0,01. Вот, на 0,01. И значит, теперь у нас сцена в сантиметрах. Создаем обычный кубик. Если я здесь включу отображение длины эджей, то при выборе эджа мне покажет, сколько тут сантиметров. Так как я выбрал сантиметры, тут 2 сантиметра. Если были бы метры, как по умолчанию, тут было бы 2 метра. Значит, что я делаю дальше? Это я его вверх ставлю, чтобы он у меня стоял здесь ровно. После чего мне необходимо его подогнать по форме. Ну, здесь, да, по высоте он будет приблизительно 40 сантиметров, по длине можно сделать где-то 1 метр. Значит, что мы делаем? Так как у нас здесь 2 сантиметра, я лучше возьму и сделаю на 1 сантиметр. А теперь по Z делаю 40. 39. Для того, чтобы у меня здесь расстояние, высота была 40. Это значит, я отскейлил его по высоте. Ну и теперь необходимо сделать ему по X scale. Значит, тут у нас 2 сантиметра, да, я хочу 1 метр. Значит, по X мне нужно его умножить на 50. Получаем ровно 1 метр на 40 сантиметров. Ну и теперь ширина. Ширина где-то здесь сантиметров 30. Поэтому я его также скейлю, только теперь по другой оси. Это у нас, значит, будет, 15. Все, вот такой вот блочок. После того, как мы с этим все сделали, делаем Origin to 3D Cursor, потом Ctrl-A, Scale, Location to Details и Rotation. Хоть мы его никак не переворачивали, но Rotation я все равно делаю. Я же перфекционист, все, собственно. Ну, тут можем назвать как-то бетонный блок, я не знаю. Это будет у нас High. Сразу сделаем High. Это назову коллекцию High. Вот, бетонный блок. Теперь, как я буду работать? Я не буду работать под SubD. Хочу попрактиковаться в булианах. Нам нужно отбулинить, как мы видим здесь, вот такую вот штуку, да. Это можно, кстати, сделать не булинами, это можно сделать довольно просто. Выбираем вот так вот, потом I, точнее ES, и вот так вот скейлим. Вот так вот как-то сделать его, приблизительно вот так вот. И теперь по Z вот так вот сделать. Значит, получаем вот такой вот бетонный блок, да. Может быть, я не сильно вошел в пропорции. Давай я его по Z увеличу. И по X. Ну вот что-то приблизительно мы получаем. Я не знаю, как он устроен снизу.
но полагаю, что у него такой же есть разрез, поэтому так и оставлю. Теперь нужно сделать вот эти вот отверстия, да, вот эти вот срезы. Их, конечно же, я буду делать булинами, потому что это очень-очень легко. Для этого я создаю, значит, цилиндр. Его я ротейчу по X на 90 градусов, увеличиваю, потом это все подгоню. Теперь я привязываюсь к вертексам. Так, это я сделал, чтобы он у меня ровно отсекал, вот где у него заканчивается здесь его эджи, чтобы они соприкасались с этим блоком, для того, чтобы нормально у нас boolean сработал. Теперь я это скейлю все, кроме Y. Сделаю здесь автосмуз сразу же. И давай как-нибудь сбоку вот так вот, да. Где-то здесь у нас должен быть разрез. Опять же таки скейлю его по размерам. Ну, приблизительно вот такой вот вырез должен получиться. И здесь, как можно заметить, вот этот самый вырез, он где заканчивается, да. Тут идет вот этот вот большой plane. У меня это не так. У меня, значит, plane нужно пониже подогнать. Значит, я беру вот эти вот штуки, да, и скейлю их. Так, тут делаем scale. Значит, скейлю их по Z на самый нижний вертекс по этому цилиндру. Для того, чтобы здесь вот прямо они соприкасались edge к edge. Так, теперь тут видно, что здесь съехало чуток. Но я думаю, такую форму можно и оставить. Как бы здесь понятно, что вот это верх, да, потому что тут есть эти прорези. Здесь этих прорезей нет, значит это низ. Поэтому вот тут вот делать слишком сильное углубление я не вижу смысла. Так и оставлю. Ну, можно чуток его прям вверх вытянуть, вот так вот. Этого будет достаточно. Что делаем с этим цилиндром? Так как он у меня тут, мне нужно его зеркалить по миррору по оси X вот на эту сторону. Но для того, чтобы он нормально отзеркалилось, мне необходимо Origin ему поставить на 3D курсор вот здесь вот. И я пользуюсь плагином HardOps, Alt-X, Mirror, вот так вот он скелется. Теперь с шифтом выделяю этот, Ctrl-. Данная комбинация я отрезал. Тут я применяю экстракты для более лучшего выреза. Вот Fast, вот экстракт. Здесь я включаю автосмуз. И теперь смотрим. Здесь уровень в уровень, да, впадает. Ну, в общем, при оптимизации тут будет все хорошо. Получаем такой блок. В принципе, можно сказать, что с основной формой готово, да. Что теперь делаем? Так как это хайполи, и я пользуюсь другим методом, это не subd, после булина, ну давай сохранюсь. Так, после успешного сохранения рассказываю, что буду делать дальше. Значит, теперь я добавляю сюда remesher. И здесь в remesher я выберу значение 0.5, посмотрим, как оно сработает. В принципе, если я сейчас включу автосмуз, слишком сильная фаска получилась, поэтому сделаю чуток поменьше, сделаю тут 25. Вот, от этого уже неплохо. Теперь после этого ремешера я накидываю сюда Smooth Corrective, модификатор, выбираю здесь Only Smooth, здесь ставлю единичку фактор, а здесь ставлю в автосмуз где-то 70, чтобы у меня был нормальный шейдинг по бокам. Как видим, получилась такая хайполи модель. Давай я сейчас сделаю маткап, чтобы можно было на бликах это все посмотреть. Значит, вот такая вот хайполи моделька получается. Здесь оно прям хорошо все шейдит, или плавные переходы. Ну, если мы будем создавать модель по меркам реального времени, да, как у нас в реальной жизни, то такие фаски, они будут слишком прям сглаженные, у бетона таких фасок нету, но так как мы делаем это все для игр, и нам нужны жирные фаски, чтобы не запеклись хорошо, во-первых, во-вторых, с расстояния, да, в игре они будут вот такими, да, а если я вот такое расстояние сделаю, кажется, как будто тут вообще нет никаких этих фасок, и как будто вот 90 градусов угол. Вот, ну, я остановлюсь на таком результате, значит,
Все, на хайполе я закончил. Получаем здесь, значит, 500 000 трисов. Ну, ничего страшного. Теперь давай перейду к лоу-поле. Для этого я создаю здесь папочку с названием low. Копирую этот блок вот сюда. Он у меня копируется вместе с этими катерами. Хайполе я, пожалуй, скрою пока что. И теперь нужно убрать лишние модификаторы с лоу-польки. Я отключаю Smooth Corrective, я отключаю Remesher. Так, ну такая вот лоу-полька должна получиться с такими острыми фасками. Я не буду даже делать чамфера здесь. Все. Теперь нужно применить буллионы. Буллионы я применяю, нажимаю на эту галочку. Теперь вот эти вот катеры можно спокойно удалить отсюда. У меня получается такая лоу-полька. Теперь, что нужно сделать, это... Во-первых, у меня тут название на low. Все. И почистить сетку. Значит, благодаря тому, что я здесь сделал цилиндром, да, ну, небольшая, да, неточность получилась. Цилиндр надо было чуток вверх поднять. Это на самом деле ничего страшного, это просто сейчас удаляется. И давай для того, чтобы мне было удобно работать, я здесь сделаю такой кат. И здесь удалю просто вот эти вот все точки. Потом применю сюда модификатор Mirror, и теперь я буду чистить сетку здесь, а она будет... А, нет, я еще вот так вот могу сделать. Хотя, это надо долго разрезать, мне легче просто и там это все подправить. Значит, так, я буду говорить быстро, потому что я не хочу долго останавливаться на таких мелких деталях. Теперь, что я делаю? Здесь через одну я удаляю вот эти вот эджи. И вот это вот лишнее мне тоже не нужно. Удаляю я через Dissolve Edges, чтобы нормально у меня все было. В принципе, если вот моделировать как у Хитмана от третьего лица, можно еще сильнее это все скосить. Тут, как ты видишь, 1, 2, 3, 4, 5. Всего 5 эджей. Но, возможно, это можно будет применять как-то в игре от первого лица. Давай посмотрим, если я удалю вот так вот. Ну, оно будет прям слишком треугольно, поэтому так вот и оставлю. То же самое операцию повторяю здесь. Через один вот так вот это все выделяю. Все, Dissolve Edges, отлично. Теперь, так, точки у меня тут приварены все, да? Вот. Что мне нужно сделать, это избавиться от вот этого большого энгона. Также от вот этих вот больших энгонов. Избавляюсь я при помощи триангуляции. Давай посмотрим, как это все будет работать. Значит, такая триангуляция, но она не сильно крутая, да. Сейчас я, наверное, вот эти вот эджи нормально поработаю с ними. Вот тут вот, значит, вот так вот сделаю слайс им. Нажимаю на буковку J. Я забыл включить скринкаст, да, я его и не ставил сюда. Думаю, такие простенькие операции ты можешь делать и без меня. Все, значит... Давай сейчас... Ладно, я не буду делать триангуляцию. Посмотрю, что у меня тут сделалось. Тоже очень грязно. Сделаю это... Давай ножиком попробуем. Так, может, даже будет быстрее. Так, ну... В принципе, да, окей, тут можно тоже свести. Вот. Готово. Сетка для low-poly модели готова. И напоследок сделаю by distance, чтобы у меня не было никаких двойных точек. Все. Для конечной проверки смотрите лайфхак. Значит, если вы не уверены, если у вас большая модель, если вы не уверены, что вы там сделали полное очищение от энгонов, да, там триангулировали и там квадами сделали. Если вы думаете, что где-то еще энгончики остались, выбираем Select, by Trained, Faceless by Sides. И здесь открываем Equal to, мы ставим на Greater Than 4. И Blender у нас выбирает все полигоны, которые имеют больше 4 точек. У меня таких нету, это хорошо. Если есть такие полигоны, значит это энгоны, их нужно тоже прооптимизировать. Так, сохраняюсь. И теперь я вот думаю, либо мне миррором это все сделать, либо сделать уникальную сетку. Но я вот думаю, что лучше это все сделать миррором, потому что если я буду играть, да, за человека от первого лица, да, все равно какого лица, я буду видеть только одну сторону. Я не буду видеть там эффектов
одинаковости, да, если я буду отсюда играть, я буду видеть эту сторону, отсюда другую. Просто без уникальных деталей сделаем какой-то генератор здесь, добавим, поэтому это все можно будет сделать с миррором. Поэтому его я сейчас не применяю. Эта моделька у меня отправляется, давай вот так вот сделаем. Сделаем слайсы на шарпеджах, сделаем им сим. Теперь выделяю все, unwrap, и давай посмотрим, что у меня здесь заанрапилось. Так, да, я не везде сделаю эти анрапы. Значит, что у нас тут? Так, немного не понял, это что такое. Давай сейчас так вот сделаю. Так, где у меня такая точка? Я тут не сделал разрез. Так, от этой фигни можно избавиться. Значит, item, вот view, убираем, чтобы был нормальный view. Нет, здесь она нормальная. Все, я понял. Все, значит, вот эти вот штуки сейчас тоже порежу, для того, чтобы не было вот такого большого полигона. Mark Sim, опять unwrap. Что это у нас получается тут? Просто хреново оно запакалось, да? Значит, я это все выбираю, UV, Pack Islands, и здесь Merge, наверное, 15 сделаю. В принципе, можно сделать такую развертку в блендере, да, без каких-либо плагинов, да, для этой самой развертки. Но напоследочек можно сделать Send Tourism UV. Здесь оно у меня без миррора экспортится, да. Здесь, значит, margin 4.8, я поставил 2К, буду упаковать. И здесь я выбираю tangent, textile density. Сюда применяю 90. Здесь ультра 2. Все, поехали. Сейчас мне запакуют так, чтобы у меня textile density либо был больше, либо остался такой же, но получше. Так, с этими подтяжками тоже сейчас был 19, стал немножечко больше. Ладно, смотрим, что это такое. Тут сильная подтяжка, прям вот огромная. Нужно ее исправить. Значит, мы делаем ей UV и выравниваем. Все. Теперь, на самом деле, подтяжек от этого меньше не стало. Я не знаю, почему здесь такие сильные подтяжки. Это же плоскость. Честно, не знаю. Может быть, я их не выровнял, да, по Y. Нет, все нормально. На самом деле не знаю, почему такая штука получилась. Ладно, что если я ее возьму unwrap, optimize, да, и выровняю, значит, опять так. Ну ладно, посмотрю, как сейчас текстурка ляжет. Кривовато, конечно, блин, она легла сюда. Тогда смотри, что делаем. Значит, я ее сюда выделяю, и вот это вот ребро, оно будет у меня вертикально. Все ребра у меня вертикально легли. Да, вот такой вот есть неровный срез, но ничего страшного. Понимаешь, если я буду его вот так вот выпрямлять, то у меня получается здесь должен быть продление, потому что я его растяну. И вот эти вот полигончики растяну, мне такое не нужно. Все, значит, пакуем. Смотрим, что растяжек нету нигде, никаких подтяжек. Все отображается корректно. Все, сохраняемся. Можно теперь это все закрывать. Переходим в Blender, смотрим. Получаем такую какую-то штуку, да. Итак, после примененного модификатора Mirror с готовой разверткой я создам материал для Low Poly. Здесь есть изначальный материал. Я создам вот такой вот, назову его блок. И все. На хайполе у меня один монолитный блок, здесь нет никаких деталей, да, конкретных, поэтому на него я не буду ничего создавать, никаких материалов. Если тут были какие-то детали, там, да, что-то торчало бы, например, из него, и нужно было туда класть текстуру какую-то интересную, то нужно было создать для нее материал, именно для какой-то определенной группы вершин, и оно при запечке Matte ID запечется, можно будет в Substance это все использовать. Так, после того, как я создал здесь материал, я выбираю Low Poly и High Poly
и экспортирую это все к себе на компьютер. Значит, после экспорта я перехожу в Marmoset и здесь создаю bake группу. Здесь Quick Loader, выбираю Load и здесь выбираю этот FBX файл с high poly и low poly. Они сюда быстренько импортируются. Дальше для удобства я здесь поставлю на Color и чуток темнее, просто для того, чтобы не сливалось оно у меня. Дальше создаются, оно само распределяет high и low в определенные папки, это если одинаковое название. Если бы здесь был блок 1, а тут просто блок, то тогда Marmoset не сделал бы такого, он бы их пропустил бы какой-то файл, да, не все импортировал бы сюда. Все, и теперь настраиваем карты, которые будем запекать. Я вообще рекомендую печь Normal и Ambient в Marmoset и Mat ID, это если есть, да, необходимость Mat ID. Но для удобства, да, кому-то это может быть удобней. Вот такие карты создаете, и в Substance Painter не нужно будет вообще ничего запекать. Они тут все запекутся, в Substance перекидываешь и все. Выбираю здесь сэмплы на 64, формат 8-битный ставлю. Почему не 16? Потому что 8-битный формат редактируется в Photoshop, да, карту можно подкрасить, подправить. Если я поставлю 16, тогда в Photoshop он просто не откроется, Photoshop не работает с 16-биткой. Так, ну и в нормалке ничего не меняем, Ambient Occlusion. Желательно поставить на Full Ray Count, для того, чтобы прям хорошо запеклось. Но так как это, так сказать, для видео я это делаю, я поставлю на 2К. И здесь, если есть другие бейк-группы, я ставлю Ignore Groups, чтобы Ambient Occlusion запекся с других хайполик. Two-sided, для того, чтобы больше реализма придать, да, так в двух словах. Смотрим на Cage, он создался хорошо, то есть если бы он сам в себя залазил, это было бы плохо, нужно было бы его вручную настраивать. Здесь с хайполькой оно все сходится, ну, довольно простой объект, поэтому тут настроек очень мало будет. Все, нажимаем Bake, и перед этим нужно еще выбрать путь, куда оно будет все сохраняться. Ну и поставлю я вот сюда, вот M напишу. Все, поехали. Итак, все карты запеклись, переходим в материал блок. Видим, что карт здесь нету. Нажимаем сюда на P, превью, и все, отлично. Они сюда подгрузились, эти карты, ну тут только нормалка и окклюзия, то, что и нужно. Смотрим, как оно шейдит. Нету никаких там заломов, да. Просто, чтобы хорошо себя проявляли эти запеченные карты. В принципе, если тут прям сильно оно поплывет, можно добавить на low poly вот сюда edge, вот такой, вот тут edge и тут. Оно запечется на такую геометрию, будет довольно хорошо. И после на low poly финальной убрать этот edge, и уже будет хорошая запеченная карта на ту геометрию, с которой выдает плохой результат при запечке. Ну все. Это все запеклось, теперь переходим в Substance Painter. Так, забыл сказать, перед тем, как переходить в Substance Painter, нужно отдельно экспортировать low poly. После экспорта переходим в Substance и начинаем текстурить. Так, я обновил Substance Painter до самой последней версии, у меня здесь крашнулись материалы, на это не обращайте внимания, я это потом порешаю, эту проблему. Значит, сюда нажимаем File New, выбираем тот объект, который будем сюда подгружать и текстурить. Я буду текстурить в 4К, экспортировать в 2К. И здесь выбранные наши запеченные карты. Все, нажимаем ОК, оно сейчас сюда все подгрузится. Нужно будет назначить каждому пункту свою карту. Да. Это все делается тут. Значит, тут мы выбираем нормалку, здесь Space Normal, здесь ID, здесь Ambient, Curve, Position и thickness. Все, они сейчас сюда подгрузятся, все обновится. И здесь я меняю на PBR Metallic Rough для того, чтобы корректно отображались все текстуры. Все, открываем теперь референс и начинаем текстурить. Референс я размещаю вот сюда. Когда у меня был второй монитор, я их открывал на втором мониторе, сейчас у меня второго монитора нету.
И, значит, я говорил, что буду текстурить по вот этому референсу, да. Тут прям есть все, что нужно. Вот эту щель я скипну, потому что тут я ее не моделил. Все. Давай, с чего начнем? Сначала я накидываю всегда основной материал, вот самый такой основной, вот ниже которого ничего не будет лежать. Здесь из готовых есть конкрет, вот. Накидываю несколько, а потом буду выключать, включать каждый, чтобы смотреть, как они себя проявляют. Так, я добавил сюда 5 материалов. Итак, смотрим на этот первый. Ну, он какой-то слишком тайловый. Как-то он чересчур прям палится. Камешки то, что видно, оно понятно, нормально все должно так и видно быть. Ну, я даже не знаю. Пока что оставлю. Если что, вот прям если ничего лучшего не будет, тогда этот материал и применю. Так, дальше такой вот беленький. Что-то он прям чересчур белый. Ну нет, это не то, что надо. Я его сразу удаляю отсюда. Ух ты. Такой с замшем, да. Ну, кстати, неплохой, но он прям сильно тайловый. Тут видно, как повторяются некоторые моменты, да. И еще нужно помнить, что здесь я применил mirror модификатор, тут overlap. Вот. Ну, кстати, ну неплохой материал. Довольно неплохой материал, но все равно мне первый нравится больше. Он такой прям матовый, да. И нету каких-то акцентов. Ну, пока тоже скрою. Так, этот материал тоже нет. И последний тоже нет. Значит, я выбираю либо этот, либо этот. Вот этот, либо вот этот. Ну, блин, я не знаю даже. Не, все-таки первый выберу, он такой более подходящий. Все, как только материал основного цвета, да, основной материал я добавил сюда, могу чуток увеличить здесь scale, но так как тут очень хороший и большой текстиль, мне этого не приходится делать, может быть даже можно и уменьшить, ну это прям чересчур я уменьшил, да, ну так вот хотя бы, да. Пускай будет так. Все, и здесь настроенные карты. Пусть так и будет. По roughness. Хороший roughness. Все, давайте накидывать другие цвета. Значит, что мы здесь видим? Анализируем. Тут есть бетон, да, основной цвет, материал. И здесь есть белая, красная краска. Также эта краска, она стирается, да, в каких-то местах. И снизу есть такой мох небольшой, да, оно стоит. Тут лужа, тут по камням нарастает всякая растительность. Это я тоже добавлю. Ну, в общем, все, что нужно сюда применить, это текстуру бетона, потом текстуру краски, два варианта, и сделать текстуру этой плесени. Давай начну с текстуры краски. Я создам сюда просто fill layer. Этот fill layer будет у меня... Можно вот так вот делать color picker, но оно не всегда работает корректно, поэтому я это все вручную ставлю, беленький и чуток вниз. Никогда не нужно прям до предела, прям сильно белый, там, сильно черный, это будет некорректно отображаться. Этот fill я называю color и могу назвать его прям детальней white, чтобы потом понимать, да. Здесь создам группу, она тут будет просто color. Вот это закину сюда, добавлю этот цвет. И вот этот вот color white сделаю для него black маску. В black маске, значит, ну, мне нужно ограничить этот цвет, чтобы он был только на вот этой вот плоскости. И потом его отколупывать отсюда. Значит, я добавляю сюда paint. Перехожу в Polygon Fill, здесь Shell выбираю и тыкаю просто сюда, для того, чтобы тут у меня была эта белая краска. Так, после чего я создаю еще один слой, да, это у меня уже будет красный цвет, вот какой-то
вот такой, чуток темнее надо. Вот. И назову его Red Lines. Вот, Red Lines. Давай я сначала эти материалы настрою. Значит, это у меня карта мне не нужна, Normal Height не надо. Roughness по roughness, ну пускай будет 0.55. Где-то такой. Чтобы нормально себя проявлял. Все. И здесь тоже где-то 0.55 пусть будет. Отключу ненужные карты, которые не буду использовать. Вот Color и Roughness. Все, теперь давай текстурить. Давай, значит, добавлю сюда Black Mask. Здесь делаю. А вообще знаешь, как можно сделать? Можно добавить Black Mask на саму папку Color и сюда перетянуть эту кисточку. Вот в новых версиях Substance можно перетягивать вот эти вот нижние слои, которые ты добавляешь. Это прям очень круто. Еще можно и дублировать их, поэтому вообще песня. Так, а здесь я уберу, значит, маску эту, а здесь в Red Lines я добавлю Fill и здесь найду в меню Alpha, найду здесь линии, которые будут под скосом. Вот типа такие линии. Здесь они были. Надо их найти. Вот. Line Stripes. Все, я вот так перетаскиваю. Открываю, значит, UV. И здесь давай повернуть так, как мне надо. Тут можно их сделать вот так вот. Увеличу. Да, нужно еще повернуть в другую сторону. Вот в эту сторону. Ну, в принципе, нормально. Тут 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вообще отлично. Тут немного подвинуть. Да. Вот прям как оно на референсе здесь. Готово. Линии я настроил красные. Теперь необходимо подтереть эту краску. Как я это все сделаю? Перехожу на Color и здесь создаю генератор. Генератор Curvature. Вот. Я перейду в маску. Эта Curvature должна по краям мне стирать краску. Я сделаю здесь Invert, чтобы белое показывало то, что будет отображаться, да. И настрою саму маску. Сначала выключу, и вот это повыкручиваю полностью. Все, поехали. Ну, софт. Вот такой. Medium пусть будет так. И huge. Ну, прям немножечко выкручу. Все, давай посмотрим, как оно будет выглядеть. И мне нужно сделать так, чтобы все слои, которые над этим пейнтом лежат, чтобы они добавлялись только по этой белой маске. Это я в Curvature должен искать. Вот, Multiply. Видно, что здесь по краям начинает сползать краска, но она ж не сползает так плавно, поэтому необходимо сделать, чтобы она прям сильно скалывалась вот так вот. Для этого я перейду в сам Curvature. Давай посмотрим на масочку. И здесь сделаю ее побольше прям. Вот так вот. Потом создам левелсы. И левелсами подкручу темную сторону. Так, чтобы маска у меня была не с плавным переходом. Вот такая вот. Только теперь она слишком прям большая. Это Curvature. Чуток поменьше надо сделать. Давай вот так вот сделаю. Все. Сейчас надо добавить слой, который мне будет эту Curvature генератор, мне его будет разбавлять. Для этого я перехожу в текстурки и здесь ищем подходящую. Нужно, чтобы она была без серых тонов, такая вот, ну, с минимальными серыми тонами, вот, например, такая, да, только другой формы. Вот, например, такая. И здесь я выберу, так, пускай будет Subtract,
И здесь оно у меня теперь стирает вообще все. Мне такое не нужно. Мне нужно, чтобы только по краям. Давай здесь увеличу на 2 поставлю. Чтобы нормально стирало мне тут. Ну прям сильно. Значит, надо еще. Вот пускай как-то так стирает. Кусочки вот эти вот небольшие. И тут сейчас создам Paint. Возьму какую-то кисточку. Цемент, да. И этой кисточкой цемента повозюкаю тут чутка. Для того, чтобы убрать ту самую маску, да. Тот самый фил, который мне по краям стирает краску. Я это все делаю мышкой. Использовать графический планшет для такой задачи я не хочу, ну, потому что это слишком запарно, его доставать, подключать, ну, можно и мышкой справиться. Здесь добавилась краска, да, ее можно так вот подтереть, вот так вот выбираю это все. И готово, можно дальше продолжать. Тут можно сидеть долго. Если использовать такой подход, то тут можно долго просидеть. Колупаю вот это вот все место. Так, я отколупал краску по краям. Сейчас нужно ее отодрать вот тут по центру. Тут видно, да, что она от воды слезла. Там кто-то, может быть, ногой вот так вот шовгал по блоку бетонному. Для этого я создаю еще один фил. И здесь выбираю альфу, какая у меня там подойдет, да. Ну, например, вот, Brush Pastel Spread. Первая попавшаяся. Давай переходим в UV. Вот сюда в маску. Давай поверну ее. Здесь отключу ей Warp, да, чтобы она не талилась у меня никак. Сделаю чутка поменьше, вот куда-то в эту сторону, да. Здесь можно hardness настраивать. И давай теперь подключу какой-то сюда режим наложения. Вот, Subtract. Немножечко уберу hardness. Надо найти, знаешь, баланс. Ну, в принципе, да, какой-то такой. Еще тут можно пейнтом подтереть, да, в каких-то местах. Можно выбрать вообще какую-то другую кисточку. Это прям слишком. И вот так вот помочь, так скажем, тому филу поможем. Ну вот. Немного побольше надо сделать. И я забыл сделать этой краски. Все-таки карту Height подключу. Поставлю тут вот так вот, например. Если я поставлю 0,05. Ну, в принципе, 0,05 неплохо себя показывает, да? Нет, это слишком много. Вот 0,02 вмажу. И на этом остановимся. Так. Одного такого большого пятна мало. Нужно добавить побольше. Я добавляю еще один сюда фил. И здесь выберу какой-то другой. Альфу какую-то другую. Которая будет мне создавать такой эффект. Ну, вот такой, например, да, можно выбрать такую. Пока ее применю. Еще посмотрю, какие есть. Может, найду что-то получше. Ну вот, например, такой Kyle Brush. Вот такой вот возьму. Вот такой вот Kyle Brush. Эту масочку настрою. Отключу не repeat. Поверну как надо.
Можно было этот shell повернуть так, чтобы каждый раз не поворачивать слои, да? Вот как-то так можно сделать. Также добавить сюда subtract и все. Смотрим, как оно здесь будет. Надо добавить сюда больше четкости. Давай я применю вообще левелсы на всю маску. И здесь подбавлю четкости, потому что краска не может стираться плавно, она должна стираться резко. То есть отколупалось все полностью, а не частично. Ну, такие маленькие моменты можно оставить, да. Этого мало. Этих двух филов мало, чтобы сделать какой-то красивый эффект, да. Еще давай поработаю руками. Возьму здесь кисточку. Какую-то интересную, такую, чтобы жесткая была. Так. Ну вот это неплохая. Здесь поставлю где-то 60. И попрохожусь. Тем более не забывай, что это объект для игры, которая будет от третьего лица, да? Ну вот типа такого. Нужно так пройтись во всех местах, для того, чтобы придать больше реализма. Как бы пользоваться филами, это, конечно, круто, но для большего реализма надо еще и применять руки. Вот так вот можно пройтись везде, да, чутка. Особенно снизу, прям нормально так вмазать пятнышко такое, да, вот так вот, например. Ну, это прям сильно. У меня что-то еще джиттер по сайзу включен. Сделать чутка поменьше. Так, это я выключаю отсюда. Оп. Тут стираю. Ну и делаю так, чтобы оно как бы не палилось, что вот так вот одна линия идет. И здесь косячки вот эти замазать просто легко вот так вот. Кликнуть. Ой, не туда. Не туда. Вот так вот сделать. Можно добавить еще один фил. Давай добавлю. И здесь выберу уже текстуру вот такую, которая будет глобально мне портить краску. Выберу такую, чтобы была похожа. И чтобы она была не размытая, такая четкая. Sharpen. Ну, например, такой, да? Гранж. Можно изунуть. Здесь поставить на 2. Посмотреть, как он себя проявляет. Тут, если прям видно, что текстуры прям тайлятся, да? Вот здесь вот кусок, вот тут он одинаковый. Советую на 45 градусов угол ставить. Тогда оно не сильно будет палиться. Да, все равно как-то заметно, но не прям сильно. Как-то оно по наклонам идет, и глаз слабо это все замечает. Ну и здесь добавляю лайнер, не лайнер dodge, а subtract. Так, слишком мощно, да? Поэтому надо убавить. Убавить надо. Вот. Как-то так. И теперь вот здесь этот самый Kyle Brush. Я его, наверное, поменяю, потому что он, ну просто палевно, что это взяли сюда, ляпнули и все. Вот этот вот хорошо прописывается, а этот не очень. Поэтому я его все-таки заменю на какой-то другой. Вот эти вот Kyle Brush, они прям хороши. Вот, ну, например, вот так вот, да. Немного пододвину его. Вот сюда в бок. И здесь, значит, кисточкой вот так вот чутка разбавлю, чтобы это пятно как-то слилось в одно целое, да. Теперь, это я поработал над краской.
Я поработал над краской. Нужно еще поработать над самим материалом бетона. Перед этим, конечно, сохраняемся и давай подумаем, что я сделаю для этого бетона. Ну, во-первых, можно поменять здесь на трипланар, посмотреть, как оно будет себя проявлять. И трипланар, и UV себя нормально показывает, но что-то трипланар мне ближе, ближе к сердцу, он прям хорошо с этим справляется. Значит, что я сделаю с этим? Давай создам папку, которая будет называться Concrete, и в него закину этот материал, с ним буду работать. Сейчас нужно его продублировать. Нет, я поступлю немножко иначе. Сделаю, значит, сюда такой layer, и здесь pass-through. Сделаю тут color correction, да. Добавлю, значит, сюда фильтр. И здесь есть такой фильтр HSL. Я уберу сатурацию, уберу lightness. И hue можно повыкручивать, посмотреть, что будет интересного. Ну, вот какой-то такой можно сделать. И теперь сделать ему black mask. Вот. И, значит, добавить paint. И вот так вот руками можно помазать вот тут вот, да. В каких-то местах. Интересно. Потому что здесь видно, что оно прям такое темненькое, да. Я сделаю темненьким его вот тут. Не обязательно сделать это на каждой щели, да. Вот так вот грубо беру, вожу кисточкой. Где будет темнее, там будет темнее, как бы. Это не сильно принципиально. Ну вот, да, как-то так. И теперь смотри. Это такое. Это не сильно важно, но я так сделал для того, чтобы разбавить. Нужно добавить здесь такую грязь, которая будет снизу вверх. Интенсивность ее будет снизу вверх, то есть снизу она будет больше, а сверху ее будет меньше. Для этого создаю новый фил, назову его Dirt. И здесь Dirt, Metal уберу, Normal, Height. Ну, Height можно и оставить, потом что-то с ним придумать. И здесь выберу такую прям грязь темную, прям такую вот. Такой оттенок оранжевого. А roughness тут поставлю на 0.8. И этот dirt, он должен у меня быть не в Concrete, а вообще везде. Теперь давай на него создам black маску. Вот. И знаешь что? Давай пока перескочу, не буду дальше работать над дёртом, потом я подумал, что нужно еще поработать немного над материалом бетона. Значит, здесь я создам, ну, продублирую Color Core, и здесь уберу этот и поставлю сюда Levels. И Levels мы Base Color подкручу в такой светленький. Здесь Paint уберу. Вот какой без. Сейчас вообще уберу эту маску. Вот. Без и с. И теперь вот этот вот беленький, он будет у меня по краям. Давай создам сюда маску. Создам генератор. Курватуру. И оно как бы уже по краям мне начинает высветлять. Мне нужно сделать прям очень мягкую маску. Для этого я больше выкручиваю софт. Прям сильнее. Global Balance. И Brightness можно немного вот взять побольше. Huge я выкручу вообще в 0. В принципе, на этом можно и закончить настраивать курватуру. Теперь нужно с левелсами немного поиграться.
не такую прям сильную сделать. Вот, ну оно и видно, что здесь беленькое такое идет, да. Все, что я делаю дальше? Теперь можно перейти к грязюке. Погнали к грязюке. Я здесь создал уже черную маску. И здесь давай добавлю генератор по World Space Normals. Значит, смотри. Этот генератор, в основном я его использую для того, чтобы делать эффекты пыли, да, которая сверху сыпется. Ну вот, для таких же эффектов я сделаю на бетоне, только это будет не пыль, а грязь. Значит, как она у меня сейчас работает? Здесь она серенькая, я хочу, чтобы оно было белое тупо сверху. Поэтому здесь я выкручиваю баланс. Вот так вот. Все. Теперь здесь создаю фил, который мне будет ее стирать. Так, смотрим, что есть у нас тут. Ну, какую-то рандомную можно взять. Какую-то такую большую, чтобы, знаешь, например, эту. Поставить здесь на сабтракт. И взять побольше вот этого. Все равно нужно еще сильнее. Нужно еще сильнее. Фил. О, а это что такое? Интересно. Как она себя проявит. Сабтракт. Поиграюсь немного со скейлом. И не так сильно, чтобы она была. Вот. Вот такая вот маска интересная. Смотри. И будет такая грязь. Вот такая вот грязь, которая сверху. Там, например, кто-то наступил, да, и она сюда перешла. Теперь давай создам генератор. Сейчас сохранюсь. Теперь давай создам генератор, который мне будет снизу добавлять грязи больше. Я могу использовать генератор Position и настраивать его, но я все-таки выберу другой вариант, который прям сильно подходит для таких примитивных объектов, как кубик, да. Как в моем случае. Я добавлю fill и здесь выберу в альфах градиент. Вот такой градиент обычный. И теперь нужно настроить ему projection. Поставлю ему на планар. Поверну на сколько? 90? Нет, на 270 тут нужно его повернуть. Вот так вот белым к низу. И теперь уберу ему, кстати, здесь эту штуку, которая его талит. Вот. И теперь выставлю вот таким вот образом. Здесь сделаю linear dodge, просто на всякий, да, вдруг я еще что-то снизу хочу добавить. И все. Если посмотрим, оно будет таким вот коричневым кверху. Но прикол в том, что мне такая маска не сильно подходит. И мне нужно ее чем-то разбавить. Если я ее просто снизу поставлю. Вот, она у меня будет такая. Довольно неплохо. И здесь, давай посмотрим, как оно так. Ну нет, нужно подкрутить это все левелсами. Ну, кстати. Неплохо, да, добавляет? Давай этот shape вот так вот вытяну. И сделаю hardness посерьезнее, вот чтоб такой уж был. Вот это я понимаю, грязь, да? Ну, вот так вот, чтобы снизу прям херячило. Здесь World Space Normal я немножечко убавлю. Потому что мне не нужно, чтобы грязюка прям сильно сверху появлялась. Ну, вот такая вот грязь. Тут видно бабочку. Но на это пофиг, потому что объект будет вообще вот такой вот где-то вдалеке там вот так вот болтаться. Можно еще поиграться с пейнтом. Подобавлять грязюку вручную. Какую-то цементную, да, кисточку. Вообще-то ее можно убрать вообще. Так вот можно снизу прям черкануть сильно, да.
вот так вот насрать снизу грязи. Ну, немного где-то убавить, да, где-то добавить. Это такой момент, который у каждого по-своему, да. Тут слишком она что-то грязное. Ну, так вот это все дело можно разнообразить. И height мапа хорошо отбивает, да. Так, теперь давай самое интересное. Самое интересное это добавить сюда мох, который снизу будет расти. Давай создам слой, назову его moss. Здесь выберу base color, который зеленый такой будет. Вот какой-то вот такой. Чуть светлее, но вот так вот сделать. Какой-то вот такой реально. Height ему выкрутить в 0.05. И roughness ему подкрутить на 0.4. Теперь давай его разнообразим чутка. Я добавлю сюда сразу какой-то fill. И здесь выберу текстурку интересную, которая будет мне напоминать небольшой мох. Ну, такая, например, текстура, да. Загружу его в Base Color, все остальные повыкручиваю и посмотрю при разных режимах наложения, как она себя проявляет. Ну, вот, например, Overlay, да. И здесь я ставлю на 20%. Вот, чтобы такая, как это разнообразие было. И здесь могу даже увеличить на 2. Вот так вот, чтобы было. Все, теперь давай работать с самим мхом, с маской мха. Я добавлю сюда Black маску. И здесь в Black маске я добавлю Paint. Я думаю это все сделать вручную, да, добавить этот мох. Для удобства отключу Shadows. Сейчас немного в Dirty нужно подубрать, на 85 поставить, чтобы не так сильно интенсивность хреначила. И здесь вот как бы я не провел, у меня будет мох. Немного надо увеличить height. Если я сделаю 0.1, как оно будет мне тут. Ну-ка давай посмотрим. Дарю этот paint. Мох скину под грязь. И добавлю здесь генератор, который мне будет curvature. Опять же таки curvature генератор. Который мне будет по краям делать этот самый мох. Потом я объясню, почему именно curvature, да? Но все равно потом буду это все руками добавлять. Например, я сделаю такой мазок. И здесь в этой курватуре выставлю режим наложения, который мне позволит рисовать только там, где эта маска курватуры белая. Вот и таким способом я буду рисовать мох. Сделаю флоу немного поменьше. И вот так вот его, знаешь, так зеленый, чтобы... Снизу можно не прорисовывать никак, оно все равно не будет видно. Но вот уже с мохом что-то поинтереснее получается, согласись. Добавлю здесь. Тут вот подрисую. Тут его не сильно-то и надо делать. Тут подкрашу, подобавлю. Где-то просто такие пятнышки рандомные поставлю. И вот так вот буду сидеть сейчас, этот мох вырисовывать. Он не везде должен идти. Надо не переборщить, конечно же. Вот это акцентное прям пятно можно поставить серьезное. Все остальное будет просто для баланса. Флоу немного поменьше. Ну вот. Я сначала могу так мазануть, а потом чутка убирать. Совсем немного. Например, вот тут с угла еще можно добавить
Вот здесь прям так засрать хорошенько. Ну, такой вот мох, да. Еще можно сделать немного темнее. Ну, это дела, которые так подправляются легко. Можно добавить прям вот такой вот вверх столб, да. Как будто он так вверх растет прям. Немного подубавляем. Ну и смотри, что у нас выходит. И при том, что это я так быстренько делаю для видео, чтобы показать, типа, что можно подумать, да. А так можно сидеть долго это все квасить. Вот так вот как-то. Потом можно создать еще один paint сверху. Другую можно выбрать кисточку. И прямо легонечко добавить зеленцы. Ну вот прям совсем чуть-чуть. Ну это прям сильно добавил. Вот так вот. Ха, смотри, что получаем. Так, ну и конечный штрих. Все-таки бетон не может быть таким чистым сверху. Нужно добавить сюда Curvature Mask. Но как я это буду делать? Я создам снизу слой. Выберу здесь красный цвет. Все это подключаю. И здесь назову его Edge Dirt. Сделаю ему Black маску. Добавлю генератор. Curvature. И... Да, в принципе, на таких дефолтных настройках можно сделать что-то, да. Теперь добавлю сюда, давай сейчас маску буду редактировать, добавлю сюда Fill. И выберу какую-то текстуру, которая будет мне этот Curvature убавлять. Ну вот, BNV Spots. Довольно популярная текстура, неплохая. 2,5 сделаю. И трипланаром, чтобы меньше швов было. Все, сделаю здесь теперь Subtract. Смотри, что получаем. Какую интересную маску. Вот. Ну и еще можно добавить большой такой fill, который будет убавлять большой кусок где-то в одном месте. Ну вот можно выбрать такую текстуру. И здесь просто поставить на 0,5. Сделать опять же таки Subtract, чтобы она большие такие кусочки мне стирала. О, там еще можно баланс настраивать. Давай настроим баланса. Вот так вот, чтобы прям большие куски убирала мне. И ее на трипланар вмазать. И все, смотри, что получаем. Она прям слишком сабтрачит. Здесь на 0,6, если поставить. Ну вот, неплохо. Теперь смотри, здесь я убираю Color. И здесь в маске я создаю Anchor Point, якорь, который добавлю сюда сверху филом, якорь, и сделаю Linear Dodge. Без него, с ним. Ну, он прям слишком сильный. Можно здесь с левелсами покрутить. Не туда. Ну, вот так вот, да. Подкручиваем левелсами. И немного убираем ему цвет. Теперь можно эту маску редактировать как угодно вообще абсолютно. Вот так вот поставить, например, на 65. И теперь у нас бетонный блок будет запачканный с многих сторон. Вот так вот, вообще отлично. Немного поменьше баланса. Все, смотри.
Чем тебе не настоящий блок, да? Это я все сгруппую. Назову его Dirt. И группу вот так вот назначу, цвет ей вот такой. Смотри, отлично. Вот тебе, блин, и бетонный блок. Сделали, покрасили. Можно еще подобавлять много чего, там краску какую-то, да, кто-то там, да, баллончиком краски. Вот тебе и процедурная текстура, да, может в некоторых местах кисточкой, но и без графического планшета это все делается отлично. Теперь можно эту модельку применять в любом игровом движке, да, продавать на стоках и так далее. Спасибо всем, ребят, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, благодарочку мне. Я надеюсь, это видео было интересно. Всем удачи, всем пока.